Всем снова большой приветик. Я снова не знаю, как вступать в это видео, потому что я разучилась снимать как будто бы за год или полгода, как меня не было на ютубе. Но мы снова едем в путешествие. Мы вернулись из Барелочи ровно 12 часов назад. И через 12 часов с данного момента мы вылетаем уже в новое место, в Усуаю. Там находится огненная земля. Это как бы край света. То есть это, наверное, просто, мне кажется, будет одно из самых лучших путешествий в моей жизни, как минимум по эмоциям и по осознанию того, что ты будешь находиться на краю земли. Реально, на краю земли. Вот, поэтому да, у нас были сутки дома, мы немножко отдохнули, немножко поработали, и теперь собираемся в новый трип. Так что да, буду все снимать, делиться впечатлениями. Не знаю, что нас там ждет, но думаю, что будет очень интересно. Все, мы приехали в аэропорт, идем на внутренний рейс, на посадку. А у нас снова собойка. Моя любимая подружечка положила нам с собой вот такой вот красивый рулет в лаваше с крабовыми палочками. A partir de este momento solicitamos ajustar los cinturones de seguridad, trabar las mesas debatibles, colocar en posición vertical el respaldo de sus asientos y mantener. Кстати, впервые летим Airlines Argentina. И тут действительно очень удобные большие самолеты. Есть зарядка. Посмотрите, какой красивый аэропорт тут. Ну все, мы прилетели на край земли. Тут очень красивый аэропорт, деревянный. Все, садимся, сейчас поедем. Это аэропорт. Так, мы идем в наш дом, в наше жилище. Сейчас посмотрим, куда мы придем. Дом на дереве. А это наш дом. Как вам наше пристанище? Пока что непонятно, все закрыто. Замечательно. А дверь закрывается на ключ, интересно, или нет? Такая функция не предусмотрена. Вика, прикольно. Покажи, Артур, тата. Ух ты! Обычно газовый потом обогреватель. Ха, класс. Смотрите, нам симпатичный туалет. Это кухня. Отопление. Всякие тарелочки. Тут стол. Там я. Ну что скажете? Как в сказке в какой-то. Вика еще как по такой лестнице ни разу не лазила. Очень классное место, очень милая хозяйка. Янку уже сводили на дом на дереве. Погода супер. Правда, такую одежду мы уже, наверное, года 2 не носили. Это Отвыкли вообще. очень непривычно, но очень уютно, очень здорово. Конечно, впечатляющие. Поездка
поездка длится 2 часа. Вот этот поезд. Но мы не поедем. Мы поедем своим ходом, потому что у нас снята машина. А вот и поезд едет. История поезда такова, что его строили, ну, не поезд, а вот это все эти дороги прокладывали заключенные пожизненно люди. Так, смотрим на карту. Вот мы приехали отсюда. Вот сюда. Как дела? Эти люди французы. Они уехали путешествовать и сейчас собирают деньги на поездку в Антарктиду. Стоят и продают всякие вкусняшки. Вот я ем такой персиковый тарт. Не знаю, как это назвать. Очень вкусно. Кто бы мог подумать? Поесть французской еды на берегу в Усуае. Of each other's lives, heart to heart. Мы приехали на туристическую улицу Усуая. Нашли уже кафе Мартинес, который есть у нас в Буэносе. На улице очень сильно холодно. Сейчас 6 градусов, а мы приехали из 25. Вот так вот. Холодно, но очень классно, потому что давно не испытывали это чувство замерзания. И поэтому приедем в Буэнос и будем еще больше ценить тепло, надеюсь. Heart to heart. Мы пришли в знаменитое кафе Анна и Хуана. Здесь очень уютно, красиво, огромные порции. И, кстати, довольно демократичные цены, если сравнивать с Буэносом. Просто буквально вот моя рука и булка. Печенье. А стаканчики какие красивые просто. Вау! Так, ребята, мы пришли в Atlantic Assure Duty Free Shop. Это очень большой duty free, в котором полно всего и разных брендов, которых, кстати, даже нету в Байресе. И техника, и игрушки. Короче, очень много всего. Так что, если будете в Усуае, советую заглянуть. Тут даже есть товары для дома, свечи огромные, посуда. Короче, очень большой дютик и довольно-таки большой выбор по приятным ценам. Усуае, красное такси. Как всегда, Аргентина и море белых машин. Местный карифурчик. Большой довольно-таки. Так, мы закупились в Карифуре. И пока что на данный момент в Усуае дешевле, чем в Барелоче и в Байресе. Зато дорогой поезд. Смотрите, как уютненько. Там вовсю идет готовка. Доброе утро. У меня сейчас шикарный кадр, конечно, да. Сейчас сядем. Доброе утро. У нас уже сегодня была ночь в этом прекрасном доме. И, наверное, я сегодня спала лучше, чем в каком-либо другом
в наших путешествиях. Мы сейчас идем завтракать. Точнее, я одна иду завтракать, потому что я пропустила общий завтрак. И потом мы едем смотреть на пингвинов. Надеюсь, что у нас получится их найти, потому что мы решили ехать на машине, раз уж мы уже забронировали машину на столько дней. Путешествие здесь, на самом деле, со всякими видами стоит очень дорого. И раз уж у нас есть машина, и мы можем попробовать найти пингвинов сами, то мы это сделаем. А получится или нет, мы будем знать дальше. Мы просто ехали и нашли водопад. Теперь спускаемся потихонечку к нему. Оп! О, класс! Вот еще какая-то горная вода. Это легендарка! Мы пошли в мини-хайкинг. Я в своих парадных штанах, а Яна нашла лисичку. Так, Артурита, руку. Тащи. Мы дошли. Фух. И такая красивая гора нас встречает. Ехали и случайно увидели Хаски парк. Ой, сколько вас уже! Банда, так банда! Привет, друг! Впервые за 2 года идет снег у нас, и мы его видим. Короче, мы решили попозже приехать в парк собак, потому что сейчас едем смотреть пингвинов. Так, ну мы вроде приехали в место это, а вот там Чили. Вот мы зашли в киоск, взяли здесь эмпанадосы с мясом и один эмпанадо с маучо. Но мы не можем перевести, что такое маучо. Переводится как «мужчины». Много вопросов. Клубочки эти в шинах. Реально, цветочки в шинах — это как у нас в Беларуси. А вот это так и вообще. VIP-обед. Just one more tear to cry, one teardrop from my eye. You better save it for Пришли в чайный дом. Такой ресторанчик. Тут кушаем тортики, пьем кофе. Вот с таким вот прекрасным видом. На пингвинов мы не попадем. Они туда возят только с компаниями. И, честно говоря, очень дорого это стоит, если ехать из города. Еще дороже, если ты приехал сюда на своей машине, но ты платишь такую же стоимость. То есть смысла в этом ноль.
Вот. Плюс нам сказали, что сейчас пингвины в основном плавают, их очень мало на острове. Но, конечно, хотелось бы их увидеть, но мы их видели в Мар-дель-Плате. Кто смотрел видео из Мар-дель-Платы, поэтому, в принципе, нормально. Зато мы приехали и увидели вот такое прекрасное место. Тут еще проводят экскурсию, так как здесь раньше жили коренные народы. Здесь проводят экскурсию на лодке и пешком, но нужно знать испанский, а мы не знаем. Пьем кофе на краю света. Вкусно. Наверное, сейчас еще мы поедем немножко по береговой линии по дороге. Вдруг мы кого-нибудь увидим. Пока счастливо. Конечно, да. О, Вики контента. When I'm back in Chicago, I feel it. Another version of me. I was in it. Oh, I waved goodbye to the end of beginning. Ай, точит. Я только так умею. Она какая-то более пугливая. Да. Такая ты, я покушал. China Kappa jump street, 2 feet creep up the road. 2 photo to record me lumps and war. Their ancestors his chance. Oh, very yellow white flash. A violent red Christmas with slight as live like grass. Сегодня очень зимняя погода, идет снег. Мы приехали на смотровую площадочку. Туманчик. Что ты ешь, Артурчик? Вафля с шоколадом и дульце де лече карамелька. Сносит капец. And cares glazed to gray, shriveled and stricken to dots. The left hand grasp what the body grasp not. Oh, the photographic more. 3.1415 alive, no longer my more. Faded for home. Пингвины. All doors open like arms, my love.
Прыгаем тут по камням. Ищем пингвинов. Красиво! Можно кричать. I have sprayed you into my eyes. Вот ты такой лобашкин! Мы приехали в Рио-Гранде, зашли в кафе Рока. Тут очень колоритненько. Не хочу снимать людей, чтобы их не смущать, пока они кушают. Но тут очень прикольно. Существует с 46-го года. Смотрите, тут тоже есть эти duty-free, как в Усуае. А мы идем в кафе под названием Була. Внимание, города огненной земли. Усуая, Тольхин и Рио-Гранде. Вот так вот у нас уютненько. Вот такой вот у нас дрюк. Все, мы уезжаем. Сегодня наш последний день в Рио-Гранде, а завтра последний день в Усуае. И сегодня очень хорошая погода. Солнечно, нет ветра. Шикарно. Смотри, ушки надул. Focus, hoping take me back to the light. I know you were way too bright for me. Мы приехали пообедать. Уже скоро будем в Усуае. Run my skin just right. You're so golden. Только не кидай, только не кидай! Класс! Это реальный снег. А еще он такой липкий!
Нас оставляют, и мы идем в лагуну Эсмеральда. Вот тут проволока, чтобы не потеряться. Какие деревья вокруг прикольные. Волосатенькие. Ну так. Спускаться с горы легко. Не знаю, как я буду потом подниматься. Ну да ладно. О, тут какие-то метки. Вон там стрелка. Значит, идти туда, наверное. Прикиньте, всю дорогу от Рио-Гранде до сюда не было нормального интернета. Ну, то есть он вообще не ловил практически. А тут целых 4G, 3 полосочки в лесу. Как красиво. Внимание, у меня найдена новая палка. Вот такая вот огромная. Кросс еще пока что приемлемо. Ой. Внимание на красоту вокруг. Викушка хайкер. Хайки. Не знаю, как это правильно. Мне стало сложно идти, я закасала штаны. Я в колготках теплых. Все круто, очень красиво. Мы уже поднимаемся в гору. Тяжело. Так, мы все еще топаем к лагуне. Тяжело, все носовки, ой, в носовке, все, адьё. Все кроссовки уже грязнющие, дыхание сбито, зато так красиво. Мы дошли. Лагуна Эсмеральда. Как тут спокойно. Птица гонится за лесой. А ну оставь ее в покое. В общем, путь наш был где-то оттуда. Километра 4, может, с 5 примерно. И за почти 2 часа мы дошли до вот такой вот красоты. Называется лагуна Эсмеральда. Да. Ну, оно того стоило. Вау, просто потрясающе. Внимание, солнце на горах. Вау. Все, мы дошли до лагуны. Теперь идем обратно на площадку. Уже стало холодно, очень холодно. Дорога назад ощущается чуточку легче. В левую руку. Ага. Ждешь контента? Я шляп. Вот ты молодец. Ну пойдем.
Грязь, Вика 1-0. Но тут очень сложно ходить. Просто посмотрите, как у меня ноги шатаются. Надо ходить по всем этим камушкам. Я все равно уже все испачкала, конечно же, но все равно не хочется лишний раз наступать в грязюку. Бэм, бэм, бэм. А! Мы почти вернулись, и вроде как даже еще светло. И красиво очень. Очень-очень. Ой, Аргентина! Такая разная, такая красивая страна. Так, тихо. У Артура появился посох. Если честно, стало уже довольно-таки темно. Хотя на камере так не кажется. На улице темновато уже. Я прям иду, выглядываюсь в камушки, в бревнышки. А еще идет пар изо рта. То есть уже очень холодно. Обратно? Да. Ну вот, минут 15 осталось. Я бы шла. 10. Все, уже темень. На телефоне ярче, кстати, чем в жизни. Здравствуйте, товарищи. У нас капец темно. Это просто жесть. Ничего не видно, наверное. Мы вышли к дороге. Это жесть. Уже было страшно. Нас уже ждали. В последний день мы приехали в национальный парк Усуаи Тьерра дель Фуэго. И тут будет очень много всего, в том числе крайняя точка и место, где можно отправлять почту. Мы поедем на такие зелененькие пути, потому что желтые и красные очень сложные, а у нас малышка. Короче, все, почта закрыта. Сегодня не работает. Ну, зато теперь вы знаете, как выглядит почта на краю света. Мы идем в лагуну. Вот так интересно, этот чувачек показывает. Это вот сюда или это вверх? Вот мы и пришли к лагуне. Красиво. Идем смотреть бобров. Бобров нам не удалось повидать, зато очень красиво вокруг. Сейчас я вам покажу. Наверное, если бы мы сюда ехали вот вдвоем с Артуром, мы бы пошли на хайкинг или на трекинг. Не знаю, что тут есть. Но тут очень много маршрутов больших в горы, которые занимают там и 4 часа, и 9 часов, и 8 часов. Круто. Я бы хотела сходить, ну, потому что горы очень красивые. Было бы интересно. Посмотрите, сколько мотоциклистов приехало. Тоже гулять по национальному парку. Вот здесь заканчивается 3-я рута. Класс. Мы пришли, наконец, к дороге. Итоги по национальному парку. Стоимость $12 с человека. Скидки на ребенка нет. Только для аргентинских жителей. Наверное, если бы мы приехали сюда, вот как я уже говорила, вдвоем с Артуром, мы бы пошли на хайкинг, на трекинг. И, наверное, увидели бы гораздо больше. И стоимость бы оправдалась. Вот. Но в целом все равно красиво. Просто та же лагуна Эсмеральда, она, условно говоря, бесплатная полностью. А тут нужно платить при входе. И все равно, с учетом даже отсутствия скидки на билет для ребенка, наверное, это оптимальный вариант для путешествия с ребенком, потому что вот даже дороги, то есть все максимально мостики. комфортное, не упадет, не поскользнется.
С другой стороны, нам не повезло, потому что мы не смогли никак повзаимодействовать с почтовым ящиком, а так, по сути, мы могли бы отправить посылочки. Просто нам не повезло. Смотрите, найдены еще коники и поники. Орехенькие. Идем смотреть на некие водопады. По всему парку столько лошадей. Все, заканчиваем путешествие по национальному парку и мчим домой. Мы зашли взять подарочки. Вот такой вот колоритненький большой магазин с сувенирчиками. Очень много всего. Обелиск. Мы ходим в поисках еды. Ничего не можем найти. Город уже какой-то тоже полупустой. Самолет скоро. Перекус перед полетом. Покажи, что мы взяли. Медиалунусы вот такие. И вот этот давай показывай. Там пончик и булочка с кремой. О, с кайфом. И сама... Фу, блин. Прикиньте, походу опять отменяется наш рейс назад. Я не знаю, что это за прикол. Но именно когда мы улетаем, в Буэносе начинаются сильные дожди, бури. И в прошлый раз, когда мы возвращались, начался какой-то шторм. И в этот раз начался какой-то шторм. Эзейза отменила все полеты. Сейчас будем уже вылетать, надеюсь. Все, мы прошли контроль. Скоро садимся на наш самолет. Все, мы заканчиваем путешествие. Едем домой. Нас даже немножко кормят. Предложили чай, кофе, пепси. Я чай. Еще я взяла сухое молоко в чай. И нам предложили сладкое и соленое. Соленое это чипсы, а сладкое это какое-то печенье.